Я хочу вам представить проповедника, собственно говоря, двух проповедников. У нас будет две небольшие проповеди сейчас. Эти два проповедника, они здесь уже какое-то время провели в Украине, и они приехали из Англии. Некоторые их слушали. Я здесь смотрю, что, может быть, некоторые люди уже с ними знакомы. Они проводили здесь симпозиум по богословию. Только это богословие называется по-особенному digital theology. Всем знакомо это слово digital или цифровое. Это очень интересная тема. Они сейчас не будут говорить об этом цифровом богословии, просто чтобы вы понимали, что проповедь, которая будет сейчас, вы будете слушать, у нас связана с этой тематикой. Первый проповедник — это Питер Филлипс. Он из города Дарем, из Северной Англии. И теперь он будет проповедовать. Okay. Okay. Have you read the readings? No. Read the reading? Shall I do the reading? Okay, shall I? Yeah. Okay. И у меня есть поручение прочитать текст из Деяния апостолов, 17 глава, 16 through what? Yeah, 17, 16 onwards. 16, 17? Two verses? No, all the way through to... Okay. It's quite long. Okay. To the end of 34. Okay. Так что 17 глава, начиная с 16 стиха. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов. А другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И взявшие его привели в Ареопаг. Говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ареопага, сказал, афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя, я осматривал ваши святыни, и я нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, приставшие к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Дамарь. Good afternoon. Добрый день. May I pray? Позвольте помолюсь вместе с вами. Lord, may the words of my mouth and the thoughts of all our hearts be acceptable in your sight. Господи, да будут слова в моих устах и мысли в моем сердце будут приемлемы перед Тобою.
O God, our rock and our redeemer. Господь наша скала и искупитель. Amen. Аминь. Well, thank you for inviting me to preach. Спасибо за то, что вы пригласили меня сегодня проповедовать у вас. And I wanted to take this passage from Acts because it kind of is what we're doing at the moment here in Kiev. Я хочу взять для рассмотрения этот текст из Деяний апостолов, потому что это немножко похоже на то, чем мы занимаемся здесь, в Киеве. Sergey's been taking us around to various places talking to people. Мы с Сергеем путешествовали в разных местах, уголках Киева и разговаривали с разными людьми. Talking to people about digital theology, which is the kind of thing that we do. Мы говорили на тему диджитальное богословие, потому что это то, чем мы занимаемся у себя там в Англии. And I'm intrigued that Paul does the same kind of process here in Acts. И вот меня это заинтересовало, что здесь, в этой главе, в Деяниях апостолов, Павел, похоже, занимается примерно тем же самым. In Athens, this great place of the academy. В городе Афины, в столице, там была великая, большая академия или университет. But Paul's on the run. И Павел, собственно говоря, торопился. Things haven't gone very well either in Thessalonica or Berea. Там, где он был до этого, в Фессалониках, в Верии, там не очень все так хорошо уж складывалось. The Jews have driven him out of both cities. Из обеих этих городов иудеи выгнали Павла. There's been a riot at Thessalonica because of his ministry. В Фессалониках там был просто мятеж, люди возмущались, восстали против Павла, потому что им не нравилось то, что он делал. And most of his team have gone off somewhere else to sort things out. И с ним была команда, с которой он путешествовал, и вот членам его команды пришлось теперь там поехать в эти города, где было, и где-то все происходило, и как бы вот разобраться во всем том, что произошло, успокоить верующих. In fact, Paul and Silas stay behind in Berea almost because there's things to sort out. И вот был этот город Верия, в который Павел и Сила, они там остановились и подождали, пока там можно будет дальше двигаться. Just as Jonas and I will jump on a plane tonight or tomorrow, but Sergey will have to stay and sort all the mess out. Примерно похоже на то, как сегодня и завтра мы с Джонасом улетим отсюда из Киева, сели на самолеты и отправимся, а Сергею придется теперь все разбираться с тем, что мы тут натворили. Paul goes on his own to Athens. Павел здесь, в Афинах, в одиночестве. And we're told that while he was waiting for Paul and Silas in Athens, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. И пока он ожидал своих спутников, когда и они подтянутся в Афины, он пришел в большущее расстройство, потому что везде в Афинах он видел идолы. So Paul clearly kind of turns up in the city and decides to go wandering around sightseeing. Поначалу выглядело так, что Павел решил, есть немножко времени, пойду посмотрю, что это за Афины, посмотрю на достопримечательности. And he sees in Athens the Acropolis up on the hill. Смотрит, там наверху высокой горы стоит Акрополис. With all its temples and treasuries and so on. Вокруг храмы и сокровищницы. And he probably wanders around the streets and sees all the very many temples that an ancient Greek or Roman city would have. И ходит по улицам Афин и смотрит везде много этих храмов разнообразных. В то время во всех греческих и римских городах было очень много разнообразных храмов разным божествам. If you go to the ruins in Pompeii in Italy, you'll kind of on every street corner there's another temple. Интересно пойти посмотреть Помпеи, разрушенные в Италии. Там вы идете среди руин, и кажется, что на каждом углу еще один храм стоит какой-то. Some of them hidden like a cave, some of them wide open. Некоторые из них куда-то припрятанные, похожи прямо как будто в пещерах, а другие большие, открытые. And Paul kind of sees all of these as idols, as places where things aren't going right. И Павел наблюдает за всем этим и смотрит, что-то здесь не в порядке. But he does go to places. He goes to the synagogues and begins to reason with the Jews and the God-fearing Greeks. Тем не менее, он, несмотря на весь этот беспорядок, он ходит и смотрит, а потом он идет в синагоги. И когда он приходит в синагоги, он начинает
беседовать с иудеями. И там у них происходят разные диспуты, споры. And I suppose that's part of what we all do. We go to the safe place to speak to people. Но на самом деле синагога это было более-менее безопасное место для Павла. Все-таки там были свои. И это похоже на то, что мы выходим куда-то в общество, там и здесь всякие неприятности, опасности, а потом мы возвращаемся сюда, в безопасное место. But at the same time, every day he preaches in the marketplace. И несмотря на все это, он каждый день приходит на центральную площадь города, там, где все эти торговцы собираются и проповедуют. When I read this, I'm a bit challenged because all we've been doing is talking to Christians. Иногда, когда я читаю вот эту главу, то я чувствую, Писание меня как бы обвиняет, потому что я чувствую, что я и мои друзья в основном разговариваем друг с другом, с верующими, с христианами. We've been to the Maidan, but we didn't stand and preach. Ну, например, когда мы ходили по Киеву, мы зашли на Майдан, но мы не остановились там, чтобы возвысить голос и проповедовать. We've walked down Andreevsky, Спуск. yeah, and we bought souvenirs, but we didn't preach. Потом пошли на Андреевский спуск, там накупили сувениров, но все равно не проповедовали никому. We've been all over the place, but we didn't preach. Ходили по Киеву, ходили и нигде так и не проповедовали. Sometimes we're too scared to do that today. Иногда мы просто боимся. We prefer to keep to ourselves into our own communities. Предпочитаем слова из Писания хранить у себя в сердце и передавать их только вот в наших общинах. But the first thing on Paul's heart is to get to know the local sites, to get to know the heart of the city. Однако мы видим, что у Павла на уме было, у него на уме или на сердце было самое первое, приехав в Афины, познакомиться поближе с городом. And I suppose that's part of what we're trying to do with digital theology. Я думаю, это похоже на то, что мы делаем вот в нашем изучении вот этой самой диджитальной теологии. We're trying to say, what does digital culture have to say to the church? Мы пытаемся понять, а что это диджитальная культура цифровая, что она говорит нам, верующим, церкви. What have these things got to do with God at all? Что вот эти вот вещи цифровые, каким образом они касаются вообще нашего христианского хождения перед Богом? And it may be that you feel that they don't have anything to do. In fact, that technology is of the devil. И бывает так, может быть, и у вас такие мысли есть, что верующие считают, вообще это вся технология, это от дьявола. And the church often does that, doesn't it? И часто церковь примерно вот так вот относится к новым вещам. I know that I've said a few things while I've been here in Kiev, and people in the audience have kind of gone, oh no! Знаете, я замечал, иногда я во время наших семинаров, лекций говорил какие-то новые вещи и смотрел, некоторые люди хватались за голову, казалось, что хотели спрятаться. I invited somebody to come out for a beer with me. Знаете, был интересный момент. Я пригласил одного из слушателей обсудить один вопрос за кружкой пива. And the person who was translating for me quickly changed the word from beer to coffee. А мой переводчик быстренько сориентировался и вместо того, чтобы сказать пиво, сказал кофе. We've got to be careful about the cultures that we find in the churches and outside the churches. И это означает, что нам нужно быть внимательными к культуре, в которой мы находимся, к той культуре, которую люди, где мы присутствуем, сейчас воспринимают вполне серьезно. But Paul reminds us here, first of all, that we actually have to be aware of the society to whom we are sharing, with whom we're sharing the gospel. И вот как раз Павел нам напоминает своим примером, что мы должны постоянно помнить и задумываться о том, что люди, с которыми, среди которых мы вращаемся, они имеют свои особенности, свою культуру, и мы проповедуем Евангелие, должны это учитывать. The church needs to be in relationship with the city in which it lives. Церковь должна иметь связи, взаимоотношения с городом, в котором она находится. We need to know our neighbors. We need to know what it is, how they speak, how they communicate. Нам нужно знать наших соседей, нам нужно понимать, как они говорят, о чем они разговаривают. Because if we don't know them, how do we know what language they speak? Потому что если мы не знаем их, то как мы поймем, на каком языке, образно говоря, они разговаривают? What are their worries? What are their joys? В чем состоит их радость и тревоги? What makes them tick? Do you use that phrase here? Что делает их особо возбужденными, радостными? Пойдет?
Somebody once said in Britain Кто-то в Британии мне сказал, that Christians should always have the newspaper in one hand and the Bible in the other. что мы, верующие, должны в одной руке держать Библию, а в другой газету. I'll change that. И я изменил эту фразу, The Bible in one hand and the iPhone in the other. потому что я считаю, сейчас в одной руке должна быть Библия, а в другой должен быть iPhone. Now, in a way, I don't need the Bible because my iPhone has its own Bible. На самом деле мне не нужна уже и Библия, потому что в моем айфоне есть уже Библия. But the Bible is so important to us. Но Библия нам так важна. I've been challenged by this so much while I've been here, and I've been talking about the Bible on my iPhone. Я довольно много уже за последние несколько дней говорил о Библии, которая находится у меня на моем айфоне. That I've actually moved my app for my Bible И так часто я говорил о Библии, которая находится у меня на айфоне, что я решил перенести ее на самое верхнее место, на первую страничку. to the top of the first page. Вот. Because I feel that it's actually important when I open this text, the Bible is there, I see it there. Потому что я думаю, что это особенно важно, когда я открываю iPhone, чтобы сразу я видел Библию. That the Bible is the guide to my digitality. Потому что Библия должна стать, и она становится путеводителем по миру цифры, диджитальному миру. Let's go back to Paul. Теперь давайте вернемся к Павлу. So Paul preaches in the marketplace. He's got to know the city. He then goes out to preach. Павел проповедует в городе, он приходит в центральную площадь, там, где торговцы собираются. And some academics from the Realis Center come to him. И некоторые академики из центра Реалис тоже к нему присоединяются там. And they say, come with us and come and have a conversation, come and have a symposium. Приглашают его и говорят, слушай, давай устроим беседу, назовем ее симпозиум, так тогда это называлось. And they take him up to the Areopagus. И решили пойти в Ареопаг. To the great place where, up on the mountain, where the Athenian society had conversation. Там был такой холм особый, на котором находилось место, где собирались всякие люди, любящие что-то серьезное обсудить. Now tell us, Paul, what's this teaching that you're presenting? И они обратились к Павлу и говорят, слушай, расскажи нам об этом учении, о котором ты говоришь. You bring strange ideas to our ears. Такие странные идеи ты влагаешь в наши уши. We'd like to know what they mean. Хотим понять, что это значит. And indeed, Paul or Luke says, all the Athenians and foreigners who lived there spent their time doing nothing but having such conversations. Интересно, что вот Лука, который написал эту книгу, он делает комментарии здесь. Ну, может быть, это он Павла цитирует. Ну, короче, он пишет, что все афиняне, которые там находились, они занимались в основном только одним. Они собирались и обсуждали всякие новые вещи. They like to hear talk about the latest ideas and developments. Потому что им очень нравилось слышать о чем-то самом новом, что происходит в мире. They like to be with it and modern and up to date. Они хотели быть современными, не отсталыми. And so they call in this new kind of entertainer to tell them new things. И поэтому они говорят, слушайте, у нас тут появился новый такой шоумен, давайте мы его сюда в Ареопаг пригласим, пусть он нас поразвлечет новинками. But then note what Paul does immediately. И заметьте, что сразу же делает Павел. He doesn't come in and talk to them with a load of I can't think of the word in English. Never mind, it's Ukrainian. He doesn't come and give them lots of technical information. И заметьте, что Павел здесь делает. Он не начинает их нагружать всякой технической информацией. He doesn't begin kind of giving them all the latest theological conversations. Не рассматривает с ними последние богословские мысли, которые существуют. He says, people of Athens, I see that you are very religious. Он просто им говорит следующие слова. Люди, граждане, афиняне, я замечаю, что вы... What does he say? I see in every way that you are very religious. Я замечаю, что вы во всяком отношении очень религиозны. Because he's walked around and he's seen all these idols and he's seen all the temples, but he doesn't turn around and say, "Oh, I see that you're evil people with lots of strange false gods." Можно было бы представить себе, как вместо этого
он бы тут набросился на них и говорит: слушайте, я заметил, у вас тут столько всякой нечисти, вы просто ужасно злые люди, что вы поклоняетесь этим идолам, вам нужно их срочно оставить. Instead, he picks up on the essence of what Athens is about the essence of the city, and says, I can see some good in this. Вместо этого он замечает в самой сути вот общества афинского и в их культуре что-то такое, что он может использовать как положительный пример. И он им представляет это и говорит: вы знаете, я заметил что-то хорошее у вас. I see that there's something, an opening to this conversation that we can have together. Получилось такое как бы видение, которое открывает сердца для разговора. That doesn't put you down, but actually opens up something. То есть оно предназначено для того, не для того, чтобы сразу человека унизить, как-то обвинить, а наоборот открыть возможность нормально поговорить с человеком. He goes further and he says, actually, while I was walking around, I found an altar to an unknown God. И вот он говорит такие слова, говорит: я тут у вас ходил по городу и заметил, что у вас есть один такой специальный памятник, который написан, что он посвящен неведомому Богу. And the joy is that he uses that piece of ignorance, the unknown God. И вот это удивительно и восхитительно, что он использует что-то, что свидетельствует о невежестве, о неграмотности, о незнании человека, а использует это в положительном смысле, чтобы повести человека к Богу. And suddenly says, let me introduce you to the God you do not know. И сразу же говорит: и вот позвольте мне вас познакомить с тем самым Богом, которого вы сами признаете, что вы не знаете. It's a fantastic way to do it, isn't it? Не правда ли это просто удивительно хороший путь завоевать сердца людей? Let me explain something that you already know. Позвольте мне, говорит Павел, объяснить вам что-то, о чем вы уже знаете. Paul then kind of explains to them И потом начинает им что-то объяснять. That the God who has made the world and everything in it. Он говорит им о Боге, который сотворил мир и все, что существует в мире. This unknown God. И этот самый неведомый для вас Бог doesn't live in all these little temples that they've decided to build all over the place. Он не живет во всех этих или ни в каком из этих разных храмах, которые вы понастроили тут у себя. He doesn't need people to run around in temples. Ему вообще даже и не нужно, не важно, чтобы люди бегали по храмам. And then he picks up some of their own words. For in him we live and move and have our being. А потом он использует что-то, что было используемо вот в этой культуре. Он цитирует что-то, что очень часто люди говорили здесь. Он говорит эти стихи: ибо мы им живем и движемся и существуем. And then he brings in the good news. А потом уже он начинает им давать благую весть. The God I believe in, Paul says, doesn't live in temples of gold with idols. Тот Бог, которого я верю, говорит Павел, он не живет в храмах, где много золота и украшений. Instead, he will one day judge the world with justice. Вместо этого это тот Бог, который однажды будет судить мир вполне справедливо. And one day, he'll give proof of this to everyone. But he has given proof of this to everyone by raising him from the dead. И однажды он уже дал доказательство тому, кто он есть, воскресив Христа из мертвых. It's very interesting. He doesn't seem to do a very good job of preaching, does he? Я когда задумываюсь, я что-то не вижу, что у него такая уж какая-то особенно красноречивая проповедь. Shouldn't he be saying, Jesus came to be one of us? Он мог бы сказать что-нибудь такое: Иисус стал таким, как мы, одним из нас. And Jesus preached this, and Jesus preached И он that. проповедовал вот на эту тему, и об этом он говорил. Jesus died on the cross for us, Он умер за нас на кресте, and then he was raised from the dead. а потом он воскрес из мертвых. Instead, he just kind of sows seeds into the conversation. А вместо этого он как будто бы бросает отдельные семечки в этом разговоре. And then sits down and says, Amen. А потом садится и говорит: аминь. It's clear from the reaction that some of them are just kind of saying, what's going on here?
И видно, что он что-то делает, что заставляет нас задаться вопросом, что же здесь происходит вообще-то. But the important bit is what it says next. Но важно, что потом было. Others said, we want to hear more. Что некоторые из тех, кто присутствовал, говорили, хотели бы мы понять, что здесь происходит, а другие говорят, а мы хотим побольше об этом узнать. In other words, you okay? You okay? In other words, Paul has opened up a conversation with his neighbors. Другими словами, Павел вовлеченный в разговор с теми людьми, которые рядом с ним находятся. He hasn't tried to do everything all in one go and said he's got to lead people to Christ right now, have them kneeling down and praying over them. Он не пытается все сделать сразу, за один прием, привести людей к тому, чтобы они склонились на колени, приняли Иисуса в свое сердце. Instead, he opens a conversation of faith and waits to see what happens. Вместо этого он предлагает поговорить о вере и внимательно наблюдает, что происходит при этом. Jonas is going to come up in a minute and talk to us a bit more about this, but I close with asking the question, what questions, what conversations could we start through our digital technology? И я хочу закончить эту свою часть, перед тем, как сюда придет Jonas и продолжит эту тему, тем, что задаться вопросом вместе с вами, а что мы можем сделать для того, чтобы людей привлечь внимание через наш разговор о вот этой вот как раз цифровой технологии? How could we be opening up those conversations in Facebook? Как, например, мы могли бы через цифровую технологию открывать пути к разговору с людьми о Боге, например, через Facebook. Or through WhatsApp or whatever apps we use. Или там WhatsApp, или что еще вы используете. Conversations which sow the seeds and ask people, what do you think about faith? Такие разговоры, которые просто сеют отдельные семена, и которые побуждают людей подготовиться к разговору о вере. And perhaps finding out more about their culture so that we can begin in the same place that Paul did, by asking them something about something in their own lives. И думаю я, что для этого нам нужно прежде всего хорошенько разобраться вот в этой культуре, в которой мы живем, в цифровой культуре, для того, чтобы потом найти те вопросы, которые будут прямо касаться людей, с которыми мы разговариваем. You could think that Paul's time in Athens ends on a low point. И можно подумать, что время, которое Павел провел в Афинах, оно ничем особенным не закончилось. But then at the end we're told about Dionysius, a member of the Areopagus. Но в конце этой главы, которую мы прочитали, мы читаем несколько слов, где говорится о Дионисии, который был членом Ареопага. And a woman named Damaris. Еще женщине, имя которой было Дамарь. And a number of others. И также говорится и много других. The very people of different types in different places in the city. Это были люди, которые пришли из разных слоев этого общества, из разных концов города, Who will be the ones to found the first church in Athens. которые образовали первую церковь в Афинах. By opening up a conversation. И все началось с того, что Павел открыл возможность поговорить с ними. Paul's planted a new church. Это Павел, который насадил эту первую церковь в Афинах. Aren't you lucky? Не правда ли вам повезло? You thought the sermon was over and then another guy comes up. Вы думали, что уже проповедь кончена, а тут еще один человек приходит и начинает свое гнуть. But Pete and I were trying out an experiment of co-preaching. Но мы с Питером пытаемся экспериментировать. И вот сегодняшний наш эксперимент – это совместное проповедование. And it's kind of typical of how we like to operate within our research center. И это очень похоже на то, как мы сотрудничаем в нашем исследовательском центре в Англии. That we have different people contributing to the same conversation. Когда мы собираем разных людей, и каждый дополняет что-то к одной и той же теме. So I'm going to tackle this issue that Pete's been talking about from a slightly different angle. Поэтому сейчас я обращусь к тому же вопросу, о котором говорил Пит, но под несколько другим углом.
In 1974, Japanese Protestant missionary to Thailand, Kosoku Kuyama, wrote the water buffalo theology. В 1974 году один хороший миссионер, который поехал в Таиланд, написал книгу, которая называлась очень странным названием, которое я толком не выяснил, но что-то там было сказано о баффало. Yeah, the water buffalo theology. Вот, это water buffalo, теология водного баффало. Бизона. Спасибо. Yeah, because he said that this particular animal reminded him of the farmers that he was to preach the gospel to. Потому что вот это то, о чем он там писал, напомнило ему об одном аптекаре, который составлял рецепты лекарств, с которым он разговаривал о Евангелии. Because the farmers spent most of the times with water buffaloes in the rice fields. The farmers spent most of the time. Тогда это был не аптекарь, это был фермер. И фермер работал с бизонами. И теперь все стало на свои места. Или с буйволами. Okay, and this is what he says. И вот что произошло. The animal tell me that I must preach to these farmers in simple sentence structure and thought development. Это бизон сказал мне о том, что я должен проповедовать фермеру очень просто, проповеди, которые простые предложения и простая структура. And Kuyama had been to a prestigious theological institution in the state where he's learned about the theologies of Kurlberg and Paul Tillich. Этот человек, он научился очень многим умным мыслям в семинарии в Соединенных Штатах Америки, где изучал Карла Барта и Пола Тиллиха. And arriving in Thailand, he realized he needed to relearn things. И теперь он приехал в Таиланд, и он понимает, мне нужно все переучить заново, делать все попроще. Now it's almost 50 years since Kuyama wrote these words. И вот прошло 50 лет, и этот миссионер его звали, или богослов, Куяма, и вот что произошло теперь. When he wrestled with how can I make sense of Christianity through these farmers. Произошло то, что он теперь пришел к пониманию, каким же образом Евангелие можно передавать простым фермерам. But the times have radically changed. И времена сильно изменились. And even the Thai farmers are today more likely spending more time looking at the screen than at their buffaloes. То есть спустя 50 лет после того, как вот была такая проповедь простая, теперь фермеры в Таиланде стали гораздо более образованными. Самый простой из них теперь имеет технологическое образование. And I wonder if Kuyama was alive today, he would have written an iPhone theology. И я думаю, что если бы Куяма, который тогда вот пришел к своей теологии бизонов или буйволов, если бы он сейчас жил, то он, наверное, бы написал о теологии айфонов. Today we're all forced to think about these kind of cross-cultural encounters. Нам сегодня просто необходимо постоянно думать о том, каким образом разные культуры влияют на нас. Because our societies is changing so fast. Особенно потому, что общество, в котором мы живем, так стремительно меняется. That culture is changing even in our particular location. Что культура меняется даже в том месте, где мы живем. And we got to continue to ask these questions of how is the gospel translated. И нам постоянно нужно задаваться вопросом, а как Евангелие, которое мы проповедуем, как его перевести на современный язык этой культуры? Now, such cultural changes might be scary and uncomfortable. И часто изменения в культуре, они неудобные и пугают нас. We have to learn to speak a new language. Нам нужно научиться говорить на новом языке. Adjust to new ways of being and doing things. Образно говоря, нам нужно говорить на этом новом языке культуры, который описывает то, что происходит с нами. We adjust our customs. Нам нужно приспособиться к новому образу поведения. And we might feel like we're losing a part of our identity. И иногда бывает, что нам кажется, ну если мы так будем приспосабливаться, то мы что-то потеряем существенное о том, кто мы есть как христиане. But as Christians, we got to ask the question: Is this not what Jesus did? Но однако мы должны именно как христиане задаваться вопросом, а не это ли как раз и делал сам Иисус? The Word became flesh and dwelt amongst us. Когда Слово стало плотью и пребывало с нами. The Son of God stepped into a particular culture
in order to communicate with the people there. Сын Божий, Он воплотился в определенной культуре для того, чтобы проповедовать слова именно для людей, которые жили в то время на их языке. He gave something up in order to relate. Ему пришлось что-то оставить для того, чтобы быть понятым людьми. He ate their food, Он ел ту же пищу, что и люди. retold their jokes, Он повторял шутки, которые они говорили. wore their clothing, Он одевал одежду, похожую на ту же самую. and spoke their language. Он говорил языком, на котором говорили люди вокруг него. And one of the things that we are trying to press home, or И один из выводов, которые мы стараемся сделать для себя особенно явным, is that digital technology is not just tools. это заключается в том, что вот это цифровое богословие или диджитальная теология, это не просто какие-то инструменты. But the digitalization of our whole society is changing it culturally. Но диджитализация всей культуры вокруг нас – это то, что изменяет культуру. And this demands us to rethink again, what does it mean to communicate Christianity in this age? И это как раз и требует от нас размышления о том, что же означает нам сегодня в это время людям вокруг нас проповедовать ту самую весть Евангелия. And this is partly a work of translation. И это часто работа перевода. Okay, and this is where I'm changing Koyama's language slightly. И здесь как раз я сейчас изменю несколько язык Куяма, этого богослова. The iPhone tell me that I must preach to these millennials in simple sentence structures and thought development. iPhone учит меня, что я должен проповедовать миллениалам, или как их называют там, на простом очень языке, короткими предложениями и понятной структурой. And a good example of someone actually trying to do this is the Finnish Bible Society. И хорошим примером того, как это можно сделать, является финское библейское общество. And they are translating a new version of the Bible into Finnish. Они перевели New Version Библии, аппликацию на финский язык, Which is trying to think about what would that look like in this particular digital culture. и при этом они пытались думать, они думали о том, каким образом это соответствует сегодняшнему дню, с его цифровой культурой. So they've updated the language so that millennials can understand it. Поэтому они решили язык адаптировать к культуре этих людей, которые вот молодежь. And they're using shorter sentences. И они использовали короткие фразы. But having to adjust to new culture does not necessarily mean that we have to change everything. Однако цель, которая хорошая, это передать в сегодняшней культуре Евангелия, она не означает, что мы должны вообще все уж так изменить. We don't have to copy every element of culture. Мы не должны копировать каждый элемент современной культуры. I was reminded earlier of when I was a teen, I was told at church that we need to be cool. Я вспоминаю, когда я был подростком, то все говорили о том, что нужно быть крутым. Okay. We were told that, you don't have to be a nerd just because you're Christian. Не нужно быть каким-то чудаком отсталым просто потому, что ты христианин. Ты можешь быть христианином крутым. And so what happened was, in the particular subculture of Christian evangelicals that I grew up in, И это имело отношение к той особой субкультуре евангельских христиан, в которой я тогда рос. we were all trying to dress in the coolest dress, most fashionable dresses, То есть clothing. мы все тогда старались одеваться в самую модную молодежную одежду. And copy exactly the coolest music of the time. И копировать самую современную музыку на то время. But cultural translation is something more deeper than that. Но часто культурный перевод – это что-то более глубокое, чем такие поверхностные вещи. It actually just means listening to people, Часто это означает просто иметь способность слушать людей, being attentive, watching, быть внимательным, наблюдать, observing, наблюдать. and being where people are at. И быть такими людьми, быть с ними, с такими, какие они есть. Jesus met people where they were at. Иисус встречал людей
там, где они были, в том месте. He saw them exactly where they were at. Он видел их точно такими, какими они были. So how are we going to meet people where they're at in the digital? А как мы сегодня можем найти этих людей, увидеть их такими, как они есть в сегодняшней диджитальной культуре? Am I supposed to preach after you now? Well, anyone else? Может, кто-то хочет поддержать тему? Would you finish with prayer? Okay. Давайте помолимся. Let's pray. Dear Lord, Дорогой Господь, will you help us to open up our lives to others, помоги нам открыть свое сердце для других людей, to connect with other people who live around us, чтобы иметь отношения с теми людьми, которые вокруг нас, who work alongside us, которые работают рядом с нами, who go to school with us, или ходят в учебное заведение вместе с нами, who spend their time with us. проводят время с нами. Help us to spend time with those who have nobody around them, Помоги нам находить время для того, чтобы быть с теми, кто одинок. and Lord, help us not just to kind of preach at people, Помоги, Господи, нам уметь не просто проповедовать, but help us to listen to their needs, но слушать и понимать, какие у них есть нужды. to open up our hearts to their hearts, Открывать свои сердца для их сердец. and allow God to talk to us both. И позволить Богу, чтобы Он говорил Тебе, чтобы Ты говорил ко всем нам. Help us, Lord, to share the gospel, Помоги, Господь, нам делиться Евангелием, to share the good news about Jesus, благой вестью об Иисусе. and let your kingdom come. И искать того, чтобы Твое Царство пришло. In Jesus' name we pray. Amen. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.